Воспринимать эту машину всерьез как-то не получается. Он похож на крохотный игрушечный внедорожник. Обновленный Suzuki Jimny примерно так и позиционируется. Маленький миловидный танк, убийца драконов. Что ж, проверим. А самое удивительное, что это полноценный, полноприводный рамный внедорожник с ценником какого-нибудь небольшого европейского седанчика. Мотор легко набирает максимальные обороты и выдает большой крутящий момент. Так говорится в брошюре производителя. А на деле машина разгоняется до первой сотни за 17 секунд. И это рекорд нашей программы. Но среди других особенностей автомобиля много и приятных. Обновленный Jimny получил лишь косметические изменения экстерьера. Это воздухозаборник на капоте, новый передний бампер, подретушированная решетка радиатора, которая может быть окрашена в цвет кузова или выполнена в хроме. Полностью алюминиевый рядный 4-цилиндровый двигатель. Начало хорошее, а дальше объем 1,3 литра, мощность 85 лошадиных сил. Весит этот внедорожник чуть больше тонны, в длину 3 метра 665 сантиметров. Но это запаска на задней двери. В ширину 1,60 м, а по высоте такой же, как я, 1,70 м. Но я сейчас на каблуках. А еще у него есть 2 передних аэрбэга. Хочу отметить, что для города по габаритам это практически идеальный автомобиль. Маленький, юркий, высокая посадка, обзор отличный, капот не скошенный, поэтому легко понять, где он заканчивается. И пускай соседи по транспортному потоку смотрят на тебя с надменной улыбкой, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы это наглядно покажем, ведь главное качество Jimny – проходимость – сложно раскрыть в городской черте. Мы отправились на пересеченную местность, а компанию нам составил Дмитрий Воинов, профессионал с колоссальным опытом управления внедорожниками. Привет! Привет. Привезла тебя на тест вот этого. Полный привод подключила? Конечно. Ну тогда поехали. Дим, ну как мы любим, с ветерком? Да, конечно, но только внимательно, потому что воды очень много. Дим, ну пока все ровно, спокойно, хочется большего драйва. Сейчас будет, даже чуть еще метров так 20-30 и начнется. У меня есть сомнения, Дим. Отбрось сомнения, жми на тапочку. Старайся гнать волну впереди капота, чтобы не захлестывало. Неровности машина глотает с аппетитом, но когда штурмовать препятствия перестаешь, ощущение комфорта потихоньку улетучивается. Внутри любоваться не на что. Наверное, слабой стороной мини-японца можно назвать вместительность. Как вы уже, наверное, догадались, багажник не самая сильная сторона Jimny. Объем всего лишь 113 литров. Но если опустить задние сиденья, пространство увеличится в 3 раза. В салоне никаких серьезных изменений тоже не произошло. Кресло без электрорегулировки, но можно двигать вперед-назад, а также изменять наклон спинки. А по высоте тоже не регулируется. Неудобно. Так, а вот это сюрприз. Руль просто прибит намертво. Пластик хочется назвать скорее пластмассой. И так тут всюду. Двери, приборная панель, торпеда, руль, кожа, алькантара, хром. Забудьте обо всем этом. Здесь этого нет. С другой стороны, нет ничего лишнего. В кнопках разберется даже пенсионер старой закалки. Да и вообще, новомодные фишки из мира хай-тека уже многим набили оскомину. Иногда ведь хочется сесть в простой, понятный, добротный автомобиль и отправиться туда, где дороги заканчиваются. Так, ну я предлагаю съехать с этой дороги, попробовать все-таки уже целину, снег, подъемы. Едь за мной. Давай, я только за.
Вот если бы у меня были такие колеса, я бы точно проехала. На пузо села? Да, села. Настоящий мужчина. Дим, это было экстремально. Давай теперь ты за мной, а? Посмотрим, куда ты меня заведешь. Я-то знаю, куда я веду. Слушай, ну подожди, мне кажется, я здесь не пролазю. Справа дерево, слева обрыв. Ну, походу, я бросаю машину здесь. Что и требовалось доказать. Давай бросай и пересаживайся ко мне. Маловато места. Так, дверь не закрывается. Надо сильнее Ничего пробовать. мешает. Ты думаешь, она здесь проедет? Слушай, ну должна. Машинка маленькая, почти квадроцикл. Квадроцикл все-таки, да? Ну, больше похож, да, конечно. На машину это не похоже. Да, конечно, на большой машине не проедешь в таких местах. Здесь, конечно, размер имеет значение. Можно назвать это настоящим внедорожником? Это настоящий внедорожник классической конструкции, рамы, мосты. Все как у взрослых, только маленький. Рама лестничного типа с жестким трехсекционным строением, 8 подушек крепления кузова, широкие неразрезные мосты, раздельные амортизаторы и пружины. Наш оффроуд-эксперт точно знает в этом толк. Едем дальше. Что, продолжим? Направо. Направо? Точно? Не страшно. Тебе уже страшно? Уже давно страшно, если честно. Слушай, американские горки вообще. Оп. Так, Не шпана. с разбега? Ну да. Ну давай. Еще не укачал? Нет? Не укачала. Вау! Молодец. Да, вперед! Ух! Это достойный автомобильчик. Достойный. Маленький, но борзый. С испытаниями на бездорожье Джимни неплохо справился. Да и в городской черте эта машина раскроет владельцу еще несколько своих преимуществ. За все время наших тестов это, пожалуй, самый удобный, понятный и предсказуемый автомобиль в плане парковки. Плюс радиус разворота менее 5 метров. Трасса, конечно, не стихия для внедорожников, особенно для Джимни, тем более на длительные расстояния. Никаких электронных помощников, кроме АБС, у него нет. Шумоизоляция – такое ощущение, как будто ее здесь просто нет. Может быть, музыка тогда поможет? Ну-ка. Магнитола – прошлый век, да и качество звука. Как будто она доносится из соседней машины. Явно не для людей с идеальным музыкальным слухом. Машина не должна быть дорогой в обслуживании. Да и расход около 10 литров на сотню в нашем режиме не ударит по карману. Спокойный водитель и 8 уложится без проблем. А вот цены вызывают смешанные чувства. Его внедорожные качества полностью эти деньги оправдывают. Но динамика и салон кажутся слишком скудными для этого ценника. 800 тысяч рублей. Думайте сами, дорого это или нет. В любом случае, это незаурядный автомобиль, на который следует обратить внимание. И пускай у него слабый мотор, устаревший автомат, салон из прошлого века, но зато какая проходимость! И вы можете быть уверены, что при любых погодных условиях доберетесь до пункта назначения. С вами была Анастасия Трегубова и программа «Москва рулит».